45 минут. Терпи, никому не мешай. А потом мы удивляемся, что продолжаем терпеть и плохие отношения, и маленькую зарплату, и начальников-идиотов. Как перестать терпеть, если тебя всю твою сознательную жизнь с самого рождения затачивали на то, чтобы ты терпел? Что нам советуют умные психологи? Они нам советуют выйти из зоны комфорта. Я тоже психолог, и мне всегда было интересно. А как мне в эту зону комфорта войти? Где мне найти ту заветную зону комфорта, в которой будет настолько все будет в моей жизни хорошо, что я аж прям обленюсь что-либо делать и стремиться к лучшему? Я за свою жизнь не встретила ни одного человека, который бы попал в зону комфорта и никак не мог из нее выбраться. То, что я вижу, это наоборот. Люди сидят настолько глубоко в своей зоне дискомфорта. Столько лет приходится терпеть дискомфорт практически на каждом шагу. В какую сферу ни ткни, везде дискомфортно. И я встречала людей, которые попали в свою зону комфорта, расширили свой комфорт настолько, что стали жить счастливо, изобильно, в кайфовых отношениях, но у них нет проблемы лени, и что они не могут из этой зоны комфорта выбраться. Там, наоборот, включается естественный механизм гетеростаза, когда ты стремишься к еще большему, к еще лучшему, чтобы было еще кайфовее, еще драйвовее, еще красивее, удобнее, вкуснее, сочнее и прочее. И мое сегодняшнее видео как раз про дискомфорт, как перестать его терпеть, чтобы наконец-то начать выходить в свою зону комфорта. И в сегодняшнем видео кратенько пробегусь по почему мы терпим, почему кто-то терпит больше, кто-то меньше, как мы становимся такими терпеливыми, к чему приводит наше терпение и как наконец-то перестать терпеть и менять свою жизнь. Давно начала задаваться вопросом, почему люди терпят нелюбимую работу, несчастливые отношения, маленькую зарплату, неблагоприятные жилищные условия, какие-то абьюзивные отношения и прочую жесть. Стала искать причины и выяснила, что причина во всем одна. Вы когда-нибудь видели полную, такую тучную истеричку? Я ни разу. Обычно все истеричные женщины, которые устраивают скандал по любому поводу, это всегда такие худенькие, поджарые женщины, тучные, такие пышные, аппетитные. Это чаще всего женщины, которые тихие, спокойные, добрые, эмпатичные, которые пытаются избежать конфликтов и никому не причинять вреда. Поэтому они копят, терпят негатив, как будто даже становится из-за этого больше, из-за всего накопленного того, что они не позволяют себе выплескивать, потому что терпят. А истерички, они практически все худые, потому что они ничего не терпят. Как только появилась какая-то мысль или какая-то претензия, они сразу все это вываливают, не сдерживаясь. Или возьмем пример из денежной сферы. Часто, когда где-нибудь в ресторане с мужем ужинаю, наблюдаю за парами. Девушка, которая такая поскромнее, потерпеливее, принесли холодное блюдо, ничего страшного, нормально, поем. Дует со всех сторон, ничего страшного, скоро уже уходить будем. Она постоянно терпит. Там мужчина отвлекается на телефонные звонки, она сидит спокойно, ждет, пока он все это разрулит. И другой пример, когда женщина благородная, холеная, с достатком. Эти женщины чаще всего воспитанные, ведут себя очень благородно, достойно. И они ничего не терпят. Принесли холодное блюдо, либо подогреть, либо приготовьте заново. Кондиционер отключите, мне дует, мне некомфортно, холодно. Салфеток мало, принесите еще. Дорогой, отложи телефон, мы с тобой решили посвятить время друг другу. И хочу с вами поделиться своей схемой, как когда я пыталась понять, почему у меня в каких-то сферах прям проявляется это терпило. Терпилами я буду называть нас всех, прежде всего себя, всех, кто терпит. А терпим мы практически все. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но терпило, особенно в тех, кому сейчас 40+, он прям в нас такой крепыш. Кто еще успел захватить вот эти там октябрятские звездочки, пионерия. Нас всех заложили прям быть такими терминаторами. Давайте посмотрим на мою схему. Общая ситуация – дискомфорт. Но реагируем мы на эту ситуацию дискомфорта из разных состояний. Если ментальное состояние – это страх, дефицит, то мы выбираем терпеть, потому что есть внутренняя потребность страдания. Почему так, расскажу чуть позже. Сейчас разбираем схему. И вторая реакция на дискомфорт – из ментального состояния любви, изобилия, когда человек начинает искать решение, а как мне из этого дискомфорта выйти, как мне сделать себе хорошо, потому что основная потребность здесь радость, любить себя, принимать себя, наслаждаться жизнью и постоянно улучшать условия вокруг себя. В чем же причина?
все прекрасно знают, что все мы родом из детства. И вспоминая слова Эрика Берна, все мы приходим в этот мир принцами и принцессами, а родители превращают нас в лягушек. Сейчас речь не про родителей, к ним никаких претензий, потому что их самих воспитывали так, что иногда удивительно, как они нас воспитали нормальными людьми, поэтому к ним претензий ноль. Наша задача понять, что нам делать сейчас с собой, с вот такими вот терпящими. Ну, давайте посмотрим, как же мы до такой жизни все дошли. Мечта любой мамы — это какой ребенок? Это ребенок послушный, тихий, который не причиняет никаких проблем. За что детей обычно хвалят? За то, что поспал, покушал, никому не мешал. Истерик не устраивал, не бегал, не прыгал, сидел тихо в углу. Молодец. То есть, получается, нас с самого детства приучали, учили терпеть, еще и поощряли за это. Чем больше ты терпел, тем больше мама, папа тебя любит. А так как у нас с детства самый сильный инстинкт выживания, мы понимаем, что наша задача — радовать родителей, чтобы они хотели нас воспитывать, о нас заботиться, нас не бросили, чтобы мы не умерли. Поэтому мы, будучи маленькими детьми, делаем все возможное, чтобы родители были нами довольны. А это значит, в большинстве случаев не мешать, не капризничать, не бегать, не прыгать. Короче, сидеть тихонько в уголке и терпеть. Главное — терпеть. Помните все эти фразы? Я тоже много чего хочу, но денег нет, и я молчу. Оттуда же мечтать не вредно. Много хочешь, мало получишь. Ишь ты губу раскатал. Не лезь, когда взрослые разговаривают. Типа, иди, заткнись, сиди спокойно, никому не мешай. Хочешь что-то сказать? Потерпишь. Или еще моя любимая. Вот когда вырастешь, вот тогда, ну и там по списку, да, или мне часто говорят, вот когда будет своя квартира, вот тогда хоть крокодила в ванной. То есть сейчас терпи, а может быть когда-то ты начнешь жить как хочешь. И нас, получается, с самого детства постоянно вот этим вот терпением шлифуют. Здесь терпи, тут терпи. Ты что, не видишь, туалетов нет? Куда ты сейчас пойдешь? Терпи. Какая машинка? Денег сейчас нет, надо до зарплаты подождать. Терпи. Потом начинается школа. 45 минут. Терпи, наплевать всем, что ты маленький, что ты просто сгусток энергии, тебе хочется бегать, прыгать, скакать, кричать, играть. Терпи, сиди, молчи, никому не мешай. А потом мы удивляемся, что мы продолжаем терпеть и плохие отношения, и маленькую зарплату, и начальников идиотов, и некомфортные жилищные условия. А как, если нас с самого детства постоянно учили терпеть? Нас любили за то, что мы терпим. Чем больше мы терпели, тем больше нас любили, ценили и нами были довольны. Это просто впиталось в нашу ДНК. Многие даже не знают, как быть по-другому. И хочется лучшей жизни, и хочется изменений, но вырваться из вот этого плена терпения очень сложно. И когда нам говорят, а что ты терпишь-то? Из разряда советов Козьмы Пруткова. Хочешь быть счастливым, будь им. Не нравятся отношения, перестань их терпеть. Как перестать терпеть, если тебя всю твою сознательную жизнь с самого рождения затачивали на то, чтобы ты терпел и был великим терпилой, который все стерпит? И вот и получается, что те, кого родители больше пытались, знаете, в эту клеточку посадить и вот так вот стеночки зажать, чтобы сидел, никому не мешал, тот больше терпит. У кого родители были посвободнее, да, больше позволяли себя проявлять, те дети чаще всего и больше зарабатывают, и устраивают вокруг себя какие-то более комфортные условия, потому что им больше этого разрешали в детстве. Я когда наблюдала за богатыми людьми, видела, насколько они не терпят дискомфорт. Они готовы переплачивать за комфорт, и в богатых кругах люди, даже есть такое негласное соревнование, кто сделал свою жизнь комфортнее, у кого больше дом, у кого лучше прислуга, у кого кайфовее машина, кто меньше часов работает в день, у кого круче самолет и прочее. Потому что, опять же, по моей схеме, из ментальности страха и дефицита люди всегда стараются больше терпеть, больше привыкать к тем условиям, которые есть, и не пытаться из них вырваться. Потому что, когда ты терпишь, ты молодец. А богатые люди, они-то как раз идут из любви и изобилия, любви к себе прежде всего. И изобилия они понимают, что нет, я не буду с этим мириться, я могу сделать лучше, я хочу сделать лучше, я буду это делать. Поэтому если у бедных и несчастных людей ментальное состояние вот этой вот нужды, потребность в страдании, потому что еще с детства приучили, что чем больше ты страдаешь, себя ограничиваешь, меньше себя проявляешь, чем ты меньше делаешь того, что тебе хочется, когда ты еще маленький, тем больше тебя любят, тем больше ты молодец. Поэтому чем больше ты терпишь, страдаешь и мучаешься, тем ты
супер, тем больше тебя любят мама и папа. Ну а потом в дальнейшем уже и все остальные люди, как нам кажется. Мы с этим живем, с этой программой. А у людей, которые создают себе комфорт, с детства наоборот поощрялось, когда человек не терпит, а ищет способы сделать хорошо себе. Таких людей довольно-таки мало, либо они научились искусственно расширять свою зону комфорта, чтобы переходить выше, больше, еще чуть-чуть, и чтобы было еще лучше, еще кайфовее, еще красивее, еще удобнее, еще легче. Потому что их главная потребность — это радость, это кайфовать. Как делать так, чтобы было еще больше радости и удовольствия от жизни. Хорошая новость в том, что это тренируется. Я сама полгода назад, когда все это осознала, создала свой инсайт-лист и программу, как я буду постепенно все это прорабатывать по разным сферам. Начала саму себя дрессировать и потихоньку расширять свою зону комфорта. Знаете, что я поняла? Что предела нет. Сейчас мы с супругом в Таиланде, и было мечтой просто пожить в Таиланде. Потом захотелось еще чуть-чуть больше комфорта и пожить в кондо на высоком этаже, где есть и сауна, и классный тренажерный зал, хамам, потрясающий бассейн. И мы так пожили. Но потом захотелось еще чуть-чуть расширить. И пожить в таком же кондо с такими же классными тренажерами, хамамами, саунами и бассейнами, но чтобы еще и море было постоянно видно и в пешей доступности от нас. И сейчас все кайфово, но если бы не было соседей, если бы это был большой дом, то было бы еще лучше. Ну, вы поняли, да, что моя следующая ступенька расширения комфорта, куда она пойдет. И в этой сфере реально нет никаких пределов и лимитов. Как только вы начинаете, заходите в свою зону комфорта хотя бы минимального, включается вот ваш внутренний ребенок, который говорит: хочу, а давай еще чуть-чуть. Включается азарт. Давай пробовать, а как можно по-другому, а как можно еще лучше. И поэтому это постоянная игра на расширение, на улучшение, на стремление к большему в своей жизни. Причем подстегивать себя не надо, это все работает автоматически. Это как в том самом примере, я уже про него говорила, многие знают это упражнение, когда просят посчитать количество предметов в комнате. Здесь такой же принцип. Вы начинаете фокусироваться на улучшении своего комфорта. По чуть-чуть, постепенно, но постоянно. И фокус меняется с терпения, как выжить на зарплату в 20 тысяч. Фокус постепенно начинает меняться, а как мне чуть-чуть увеличить доход и хотя бы чуть-чуть начать жить комфортнее. И мы начинаем с мелочей, выходя все больше и больше комфорта. Наконец-то в эту заветную зону комфорта, про которую все говорят, но никто, не знает, как в нее попасть. Благодаря своей технике я стала замечать, как реально сознание настраивается на поиск комфорта и повышение не только дохода, а в целом уровня и качества жизни. Понятное дело, что можно жить и без всего этого спокойно и продолжать терпеть, как бы никто от этого не умирал. Или умирал. Надо будет помониторить. Может быть, от чрезмерного терпения кто-то и умирал. Но что я лично заметила, к чему приводит терпение, когда у человека уже просто нет сил выходить из зоны своего дискомфорта, просто даже нет надежды на улучшение ситуации, поэтому лапки сложили и продолжают терпеть, потому что так привычнее, просто сил нет бороться. Приводит это в большинстве случаев к отсутствию мотивации, когда вообще ничего не хочется делать. Полное бессилие, такая внутренняя безнадега, когда человек понимает, что я не смогу уже ничего поменять, потому что выхода не видно. Кажется, что вот эта хорошая, классная жизнь, она для каких-то других людей, а у меня, как бы я ни пытался, не получается. Кто такие замотивированные люди? Это люди, которых мало ограничивали в детстве, и вот эта вот цепочка, идея, реализация, результат, дофамин, кайф, она закрепляется. И есть внутренняя уверенность, что появилась идея, супер, надо реализовывать, реализовал, насладился результатом, получил дофамин, и вот эта вот внутренняя дофаминовая подпитка, она работает на то, чтобы ставить новые цели. Как только появилась идея с новой целью, сразу появляются ресурсы для реализации. А как только сделали, еще новая доза дофамина. И постоянно человек вот как со ступеньки на ступеньки перескакивает и идет вверх. Нет проблем с мотивацией, нет проблем с прокрастинацией, потому что постоянно есть желание, стремление достигать, желание достиг, дофамин получил, дальше. А люди, которые с детства много терпят, лампочка загорелась с идеей, а ее потушили, сказали, сейчас нельзя.
денег нет, возможностей нет. Хочешь что-то сказать, сиди, молчи, взрослые разговаривают. Хочешь бегать, надо терпеть, урок. И чем больше человек терпит, начиная с детства, потом в школе, потом в институте, потом на работе и так далее, то вот этот маленький огонек, внутренний ребенок, который дает идеи для реализации получения дофамина, сам механизм ломается. Уже идеи не появляются, внутренний ребенок ничего не предлагает, он ушел в угол, сел, такой сказал, все равно ничего не получится. Зачем напрягаться? И вот эти вот внутренние хотелки, они затухают. Поэтому-то так много сейчас людей, которые говорят, что я ничего не хочу. И одна из причин — это то, что когда-то много терпели, много шли через себя, переступали через свои желания, и как бы лавочка с новыми желаниями закрылась. Но все поправимо. Все это можно вернуть, потихоньку наладить, вернуть на свои рельсы. И вот этот механизм, идея, реализация, результат, дофамин, кайф, оно снова заработает. Нужно только включить. И постепенно все наладится. Следующее, к чему приводит чрезмерное терпение, это уныние, апатия и депрессия. Ну, понятно почему, потому что ничего не хочется, сил нет от того, что слишком много человек терпит, и кажется, что вообще выхода нет, полная безнадега. От этого начинаются проблемы со сном. Проблемы со сном ведут к тому, что нет энергии, а раз нет энергии на зарабатывать, на классные отношения, на какие-то яркие события в своей жизни, на какие-то развлечения, новые хобби, новые интересы, путешествия и так далее. Поэтому я всех призываю, конечно же, потихоньку выходить из своего режима терпилы и хотя бы по чуть-чуть подбираться к своей зоне комфорта. Наверняка в интернете есть и видео, и книги. Честно говоря, я не смотрела, потому что когда я озадачилась тем, как мне выйти из моего внутреннего режима терпилы, у меня сразу пришли инсайты, как это сделать легко, быстро и качественно, без долгих прелюдий, а сразу по делу, по разным сферам, чтобы это прорабатывать и потихоньку улучшать свою жизнь. Уже протестировала на себе, и, как я уже сказала, выяснила, что предела нет, поэтому каждый день это, как, знаете, как продолжение игры, а как сегодня, а как сделать еще лучше, ничего себе, а если вот так? И это постоянно такой азарт, когда просыпается внутренний ребенок такой, погоди, а давай еще вот так попробуем. Это тоже можно улучшить? Клево, давай попробуем. И каждый день в кайф, каждый день в удовольствие просыпаешься с утра с ощущением, сегодня будет еще лучше. И с вопросом, а что я сегодня еще такое нащупаю, чтобы стало еще кайфовее? Свою технику я еще проверила на клиентах, на своих близких, собрала все отзывы, фидбэки, комментарии, предложения, доработала технику до предельной простоты, легкости и понятности, чтобы ни у кого не возникало вопросов. И приглашаю всех поучаствовать в этом эксперименте, у кого есть и желание, и задор, и просто азарт проверить, а что получится, а смогу ли я сделать свою жизнь еще комфортнее. Принцип моего тренинга простой. Постепенно, потихонечку, как я люблю, едим слона частями. Начинаем вытаскивать себя в зону комфорта, причем в том состоянии, в каком мы сейчас, с теми инструментами, которые у нас есть. Никаких дополнительных вложений и напряжений не потребуется. На тренинге вас ждет всего 5 дней, 5 коротких видео. Одно видео на одну сферу, в которой будем расширять свой комфорт. Будем находить уже имеющиеся ресурсы для расширения в том контексте, в котором находимся сейчас. И постепенно, но настойчиво, смещая свой внутренний фокус сознания с терпения на тотальный комфорт. Темы денег, веса, отношений напрямую касаться не будем, но изменения начнут происходить сами собой по мере вашего перехода на свой новый уровень комфорта. Для тех, кто уже оплатил этот тренинг, даю небольшую рекомендацию. 5 последующих коротких видео смотреть по утрам, чтобы сразу с утра настроить весь свой день на комфорт и его проработку по той сфере, по которой вы посмотрели видео. И перед тем, как вы приступили к просмотру первого видео с заданием на расширение первой сферы, пожалуйста, распечатайте чек-лист. Я настойчиво рекомендую вам им пользоваться. У меня у самой эти распечатки лежат по квартире, я периодически подхожу, делаю там записи, очень ценные, потому что там в том числе, если посмотрите, есть и планы прицел на будущее развитие. И еще у вас в наборе идут стикеры-напоминалки. Можете распечатать их. Если нет возможности, ничего страшного, берете обычные офисные стикеры и на них можете записать фразы, которые есть
тех стикерах в PDF, которые вы получили и скачали из материалов тренинга. Все, кто со мной на тренинге, скоро увидимся. Желаю вам классных, быстрых результатов, изменений. Я смотрю на своих клиентов, которые тоже следуют этой технике, и не перестаю удивляться результатам, потому что работает, потому что классно, потому что каждый день это счастье и удовольствие. Всем, кто не готов еще пойти в тренинг, надеюсь, это видео было для вас полезно, просто чтобы понимать, откуда растут ноги, чтобы вы стали больше смотреть, обращать внимание, как и что вы запрещаете своим детям, и как-то станете полегче, меньше ребенка зажимать, больше ему позволять проявляться, чтобы вот этот его внутренний терпило не закоренел, да, чтобы ребенок все-таки был посвободнее. И если посмотрите, маленькие дети, они в принципе против дискомфорта, они отчаянно с ним борются. Просто позвольте своему ребенку побольше впускать и расширять свой комфорт уже с детства. Тогда ему проще будет в дальнейшем. Ну и вам желаю обращать внимание, где вы терпите, и потихоньку отпускать, позволять себе чуть-чуть больше добавлять комфорт в свою жизнь. Всех благодарю за лайки, которые поставите этому видео. Мне будет очень приятно. И увидимся с вами в моих новых видео. Спасибо, что досмотрели до конца. И пока-пока. Всем доброе утро. Я иду на пляж, чтобы записать для вас все видео на 5 дней задания. Хотела как лучше, но получилось не очень, потому что шумно. Ветрище такое, мне кажется, вообще звук будет отвратительный для этих видео. Поэтому пойду вернусь домой и буду записывать оттуда.